Всем привет, я Марина и с вами Школа Сакрамел. В этом ролике поделюсь, какую страшную ошибку можно допустить при работе с верхней формой. Выполним преображение и крутой дизайн. Поехали! Вот такие ногти сегодня предстоит преобразить. Тут выполнено укрепление гелем, но на среднем мы видим огромную отслойку. И тут было на среднем как раз таки наращивание при помощи верхней формы. Какую же страшную ошибку допустила предыдущий мастер? Во время носки модель почувствовала очень сильную боль под ногтевой пластиной, сдавливание по боковым сторонам, неприятное ощущение настолько, что она даже подумывала снять полностью это покрытие и ноготь. Давайте будем снимать покрытие и разберемся, из-за чего могла возникнуть такая неприятность и такие болевые ощущения, что часто происходит при работе с верхними формами. Причиной такого явления может стать неправильный подбор верхней формы самого шаблона. Например, если форма слишком узкая, а при постановке мастер при отпечатывании сильно давит на форму, так что форма все равно становится так, как нужно, получается эффект, что натуральная ногтевая пластина как бы дает усадку, сжимается из-за материала, что может стать причиной такого сдавливающего эффекта и ощущения. И такое последствие может привести даже к отслоению ногтя. И по боковым сторонам, и со стороны свободного края может спровоцировать отслойки. Кстати говоря, тут во время снятия было большое количество отслоек предыдущего материала, поэтому полностью его убираем. Также тут практически ничего не остается на свободном крае, нет никакого смысла его оставлять, поэтому убираю книпсером, подпиливаем длину, форму и подготавливаем к укреплению. Помимо этого, важно верхние формы подбирать не только по продольному изгибу, но и по поперечному. Если посмотреть, то у модели ногти имеют большую поперечную арку, то есть арочные сами по себе. И если взять форму более плоскую, соответственно, она не будет должным образом вставать сверху, за счет чего придется так сильно давить на ногтевую пластину, и что опять-таки приведет к этому варианту сдавливания. Сталкивались ли вы в практике в работе с таким эффектом? У меня даже у самой однажды был такой эффект, когда я себе наращивала ногти-когти, первые 2 дня чувствовала такое сдавливание, потому что там большой объем материала, первый слой просушивался, и, в общем-то, это ошибка, которая может произойти с каждым при неправильном подборе верхней форм, поэтому так важно их правильно подбирать. Ну а мы с вами выполняем маникюр, кутикула небольшая, сделаю чисто аппаратный маникюр без режущего инструмента, для того, чтобы был у нас чистый результат. И если все вы правильно выполнили, то у вас получается вот такой красивый чистый результат. Конечно, такому маникюру мы обучаем в нашей офлайн и онлайн школе. Нравятся мои ролики? Хотите знать больше о маникюре? Приглашаю присоединиться и получить доступ к базе знаний Школы Сакрамел. Более 20 видеокурсов по цене одного с получением сертификата. Они доступны по всему миру. Подробнее читай в описании. И, конечно, подписывайся на канал. Наношу подготовительные препараты и базовое покрытие. Базу выбрала низкокислотную, так как вижу, что ногтевая пластина истощена и имеются белесые пятна. Но в динамике буду отслеживать, насколько хорошо модель проходит с данными ногтями, потому что пока что непонятно, подойдет ли такая низкокислотная база или нет. На самом деле нужно постепенно переходить от кислотных материалов, если вы ими давно работаете, к низкокислотным, и либо к гелевой подложке под укрепление ногтей. И очень подробно, пошагово технику перехода рассказала на нашем онлайн-курсе новом Hard Gel Manicure, где рассказываю, как безопасно, без полного снятия покрытия, а постепенно отращивая ногтевую пластину, можно перейти с каких-то агрессивных баз на более щадящие и безопасные, а возможно полностью на гелевую подложку без использования базы. Чтобы узнать подробности о курсе, переходите по ссылке в описании. Ногти у модели скручиваются, очень тонкие по боковым стенкам, некоторые клюют вниз, поэтому выполняю укрепление в технике бортики, достраивая боковые стенки и вытягивая уголки. Также на свободном краю прокладываю бортик, чтобы создать нужную мне высоту. Если бы я просто покрыла ногти в технике как выравнивание базой, только гелем,
Это могло привести к тонким боковым стенкам, которые, вероятно, были бы хрупкими и, возможно, материал треснул бы по этим точкам. Поэтому наша задача именно их укрепить, и я выбрала такую технику укрепления с поверхностным опилом. Есть два варианта работы укрепления. Можно было также использовать верхние формы, либо простое укрепление, как и я сейчас, по поверхности гелем. В первом случае нам не нужно так будет сильно опиливать поверхность, только в зоне около кутикулы, и, возможно, выпилить изнутри наплывы, которые появятся. А во втором случае нам нужно будет попилить поверхность. Средний ноготь, который сломан, донаращиваем при помощи нижней формы. Правильно вырезаю окошко и устанавливаю форму. Кстати, недавно на канале вышел подробный видеоурок о том, как наращивать на нижние формы подробно, пошагово от А до Я для новичков. Если вы хотите научиться выполнять наращивание, переходите и смотрите другие видео с наращиванием у меня на канале. Пока выполняю подложку этим же гелем, сначала свободный край. Подложка получается полупрозрачная, и за счет чего соблюдается хорошая арка. До этого были отслойки в центре ногтевой пластины, поэтому я не рискнула сразу выкладывать всю архитектуру от кутикулы до свободного края во избежание плохой просушки материала по центру ногтя. К тому же там ногтевая пластина, вы сами видели, истонченные красные, белесые пятна. Поэтому выполняю выкладку в два этапа. Сначала середину ногтя закладываю и на свободный край, затем снимаю нижнюю форму и выкладываю основной объем. Промазываю ногтевую пластину, устанавливаю каплю и совсем немного материала выкладываю по стрессовой зоне, практически сводя на нет к свободному краю. До идеала, конечно, не довожу, так как все равно буду опиливать и боковые стенки, и форму буду придавать, и по поверхности, поэтому не трачу на это время. Но, тем не менее, хочу обратить внимание, что как-то неаккуратно я не выкладываю. У меня четкая форма, не размазанная, также достаточно четкая поверхность, поэтому нужно попилить не так много. Покажу вам способ, как можно слегка сократить время, если, например, вы много выложили материала. Можно использовать твердосплавную насадку, которую мы выполняли снятие с фиолетовой насечкой, убрать ей длину, возможно, клешеные боковые стенки, пройтись по поверхности. Это поможет сделать поверхность более гладкой и меньше работать пилкой. Но, честно говоря, даже пилочкой можно было бы это все сделать быстро, если мы не накладываем много. Поэтому главный девиз – работаем кистью, а не пилкой. Следим за объемом материала и стараемся сделать максимально аккуратно по архитектуре. А я приступаю к опилу. Сначала форма, боковые стенки и слегка поверхность в тех местах, где меня не устраивает. Я люблю опиливать ногти для большей четкости. Мне кажется, они так выглядят прямо дорогими, ровными, красивыми. Мне не очень нравится, когда покатая линия от апекса к свободному краю. Иногда это делает визуально ногти вниз растущими. Поэтому такой опил придает больше четкости. Ну и, конечно, не забываем оформить торцевую линию и выпиливаем натуральный ноготь изнутри. У модели свои натуральные ногти сильно скручиваются, что часто приводит к отслойкам по боковым сторонам, поэтому подчищаем ноготь, делаем красивый тонкий торец, и у нас получается необходимая арка. Вот такой результат после маникюра и опила. Но посмотрите, какие четкие красивые ногти. Но и это еще не все. Выполним дизайн. Для него мне потребуется гель-лак «Кошачий глаз». Кстати, артикулом на этот гель-лак поделюсь в нашем телеграм-канале. Также ссылку на него вы найдете в описании. Переходите, подписывайтесь, ведь там помимо ссылок у нас очень много полезной информации, и выходит она гораздо более часто, нежели чем здесь на YouTube. При помощи магнита собираю блик. Нужно, чтобы вся поверхность у нас переливалась. К сожалению, на камеру почему-то этого не видно, но поверьте, потом на итоге вы увидите весь перелив, как красиво это смотрится. Ведь кошачий глаз нужно рассматривать под разным углом, в таком случае будет виден этот перелив. Наношу гель-лак в 2 тоненьких слоя, для того, чтобы не увеличить объем. Теперь рисуем черным гель-лаком тонкий френч по свободному краю. Важно сделать его именно тоненьким, потому что это еще не все. Позже мы добавим слайдеров, и вы увидите полную картину. Кстати, черный так круто смотрится на таком цвете, очень четко выделяется, ярко. Вам вообще нравится такой черный френч? На самом деле френч я очень люблю и делать, и как он смотрится на других людях. На себе, кстати, не так часто его делаю и ношу. Не знаю, почему-то на других мне нравится больше. А вам как? И теперь дополним слайдерами те самые улыбочки. Вроде как уже
тренд на них прошел, но я хотела сделать именно вот эти улыбочки вместе с таким дымом. Мне кажется, они сейчас прям будут смотреться очень красиво. Размачиваю слайдер и при помощи широкой кисточки аккуратно прижимаю. Я, то есть, ставлю слайдер на липкий слой цвета, который остался. Кстати, вчера буквально мне попалось короткое видео, в котором я увидела лайфхак по работе с такими слайдерами, когда девушка положила слайдер полностью на влажную салфетку, вот всю картинку, и очень легко отделяла каждую улыбочку кистью. Наверняка это сработает, если слайдеры каждый по отдельности, но, по-моему, в моем случае слайдеры не по отдельности, все-таки целой пленкой на бумажной основе, поэтому не уверена, что такой бы способ прошел бы, но в дальнейшем вы можете проверить на своих слайдерах, возможно, так получится быстрее. Теперь я буду обращать внимание на эти слайдеры. Ну что, как вам наш дизайн? Поставьте пальчики вверх, если понравилось так же, как и нам. Смотрите другие полезные видео на канале, а я желаю всем успехов в работе. Счастливо! Пока-пока!